Привет, любители попрограммировать! Добро пожаловать на мой канал. Здесь мы будем решать задачи вид-кода. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Погнали! Сегодня задача уровня Easy – найти количество хороших пар. Нужно найти такие пары чисел, которые одинаковы по значению, но индекс первого числа меньше индекса второго. Решим двумя способами. Первый способ в лоб. Создадим переменную для подсчета количества пар. Далее в цикле пройдем по всем числам списка, кроме последнего. И для каждого числа пройдем еще раз по списку от этого числа, от следующего числа и до конца. Таким образом, мы сможем проверить все пары в списке. И если пары одинаковые, увеличиваем число таких пар. Возвращаем результат. Проверяем. Так, тесты не прошли. Смотрим, что не так. Во вложенном цикле мы начали с нуля, а должны были начать со следующего элемента после итого. Проверяем еще раз. Тесты прошли. Отправляем результат. Результат принят. Отлично. Решили простым способом. Решение достаточно эффективно. Сложность временная n квадрат, потому что мы проходим вложенными циклами по списку. При этом сложность по занимаемому месту s от n, s от 1, так как мы не используем никаких дополнительных переменных, кроме счетчика. Теперь попробуем решить то же самое за o от n. Для этого воспользуемся функцией counter, которая считает количество повторений каждого числа в списке. Проверим, как это работает. Вернем пока 0 результат. Выведем значение переменной c, которая вернулась в функции counter. Смотрим, что в результате мы имеем словарь с числом повторений каждого числа. Однерка встречается 3 раза, тройка 2 раза, двойка 1 раз. Попробуем посчитать количество элементов в списке, не используя метод counter. Для этого создаем список со значением по умолчанию типа int, то есть 0. Проходим по каждому элементу списка и обновляем значение в списке, увеличивая на единицу. Смотрим результат, и мы получили те же значения, как и в результате каунтера. То есть counter решает ту же задачу в одну строчку за o от n. Далее проходим по результату каунтера. Нам нужны само количество повторений. И вычисляем количество хороших пар, используя сумму арифметической прогрессии. То есть количество элементов минус 1 делить пополам. Используем целочисленное деление. И в результате мы получим то же значение, что и при проходе списка вложенными циклами. Проверяем результат. Результат тоже принят. Этот способ имеет сложность по времени O от n, потому что мы проходим список один раз. Также имеет сложность по памяти. Сложность по памяти S от n, так как мы создаем словарь для хранения количества повторений. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.